А мой отполированный глушитель, этот текст я напишу за 1 секунду, а я спустя 5 миллисекунд устал. Как же эти офисные работники работают в таких условиях? Спрошу у них позже. Думаю, видео будет интересным, чем у других создателей истории своих шоу COVID. Сломанный бампер, блин. Пиген. Идиот с припаянным кузовом. Пиген, а ты бы мог просто стукнуть мне по крыше, чем орать на меня. Я Пиген, если ты забыл. Точно. Но зачем ты меня позвал? Тебя Мирамор просит к нему подъехать. Кое-что хочет сказать тебе. Опять он? Ах. Ладно, посмотрим, что он хочет в этот раз. Черт. Ну я здесь. Что звал? Ты не против поехать в другую страну? Да. Хочу сильно. Перехочешь, скажи твою любимую машину. Аутобилла Пиколина. И где она сделана? ХМММ. Ну, если я не ошибаюсь, сделана она в Японии. Это правильный ответ. В Италии она сделана. Ты угадал, COVID. Но. Никаких но. Ты ответил правильно. Ладно. Значит, я поеду в Италию? Да. Да? Да. Ура! Но кто будет меня возить? Электропетя тебя будет возить в Италию. Привет. Ну привет. Надеюсь, он не заставит выпить крепкого дизеля, как это было один раз с автобусом. Ну как один раз? 9-й раз. Сейлор Мун. Едем к тебе. Да черт возьми, мы к тебе. Едем. БРРРР. Что за бред у меня был в крыше? Кажется, пересмотрелся Сейлор Муна. Давай уже залезать и ехать в Италию. Не люблю я ждать. И вообще, кто такая, черт возьми, Сейлор Мун? Ладно, не урчи тут. Ай, я зацепился своим днищем об прицеп, черт. Спасибо. COVID, я надеюсь, тебе понравится Италия и ихние культуры. Желаю вернуться живым и нахвататься приключениями. Еще покупай всякие вещи оттуда, чтобы мы их могли наклеить на холодильник, которого нету. Я постараюсь получить много приключений и приятных эмоций. И постараюсь купить что-то. А теперь, удачи вам. Я уезжаю. Какого черта ты тихий? Ты что, пессимасус? Я электрический, дурачок. Хоть бы я не блевал, пожалуйста, хоть бы я не блевал. О, черт, я сейчас блевал. Надеюсь, это он. Не понял.
понял. А куда это мы повернули? Зачем? Скоро узнаешь для чего. Это он. Я видел нашу цель, его возят в северную часть порта, возле океана. Пока что не знаю, что будут они делать. А его кто-то возит? Или он один? Его возит электронный черно-белый кроссовер с прицепом. К тому же он новый. Шикарно. Электромобили всегда ездят в Италию, используя путь спорта. Так что 100% они приедут в Италию, и это уже идет по нашему плану. Главное, чтобы план наш не провалился. Встретимся в Италии, когда поймаем его. Итак, вы должны ехать в центр нашего города. Не забывайте, что мы итальянцы, и должны быть как они, а не как туристы из России. Можете ехать. Зачем мы тут? И зачем мы остановились? И зачем я появился? Сейчас мы будем лететь. И куда? В итальянскую воду. Хе-хе. РР. Наконец-то. Я тут. Что ж, теперь мне нужен GPS, благо он есть в моем телефоне. Блин, где ты? Черт мне в колесо. Зачем я взял Nokia, если в ней нету даже Google карты? Да и вообще нету цветного экрана. Ладно, будем пробовать по-дедовски. Ездить без навигаторов. Я лечу по дорогам Италии. Я люблю набирать высокую скорость. Круговое движение, легкое тело. Давай, двигатель, крути обороты. Какой красивый замок на горе. Как-нибудь туда поеду. А теперь надо набирать скорость. Ваза спереди. Моя ваза. Я извиняюсь во второй раз. Черт. И сзади вазы. Да сколько можно? Моя ваза. Я извиняюсь уже третий раз. Фух, зачем я боялся? Как же тут красиво. Много всякого итальянского. Итальянские автомобили. Это же моя мечта тут побывать.
сейчас проехал мимо нас. Снова этот чертов Етикей. Это тот самый белый ковид. Поехали за ним следить. Окей. Ты уверен, что это именно он? Конечно же уверен. Мне говорили, что он без номеров, без шильдиков сзади, с впрыском вместо карбюратора и с неправильно настроенной подвеской. А мне говорили другое. Он с номерами, с шильдиками, с карбюратором М. Ты просто перевернул мои слова. Можешь не продолжать. Правда, я еще хотел сказать, что у него шины ненормальные. Мне кажется, что кто-то на русском говорит про меня, или я просто случайно не то масло выпил. Come ti piacciono spaghetti che ho fatto? Molto sapore. Vorrei mangiare di nuovo. Да, все же я не то масло выпил. Кажется, это было масло в синей баночке с надписью «Пепси», от которого я схожу с ума. Только я не пойму, почему сзади меня два черных автомобиля. А нет, они уехали, может ждали пока там пробка кончится, которой не было. Блин, почему я стою тут? Я же должен ехать направо. Вот это красота! Итальянская архитектура мне понравилась. Как ты думаешь, хватать его или нам все же надо использовать лунную силу из Sailor Moon? Что такое лунная сила, я не пойму. Это сила, где машина начинает чуть ли не летать после каждой итальянской кочки на дороге. Лучше бы про Россию так сказал, чем про Италию. Они меня преследуют. За ним. Черт, Ха-ха, от нас не сбежать. черт. Я же говорил, что не сбежишь от нас. У тебя даже попыток на побег нету. Ха-ха, ха-ха-ха. Ну посмотрим, смогу ли я сбежать от вас, или нет. Что это на меня упало? Я все понял, я могу летать. Черт. Прошу тебя быстрее.
Дай мощность, не обидь меня. Попался. Я заглох. Come deliziosa questa pizza. 2,000 years later. Mamma mia, di nuovo di malore. Fermati subito. It's the sound of your heart that you hear deep inside, and it means you better change your plans right now. It's a whisper of life that you try to believe. Never give up without defending. Feel it, baby, feel the fire is burning deep inside me. Веди кома сиатиня на белеса Талантана. Чей дьявол? Dance to the heartbeat. You better take your chances right now. Dance to the heartbeat and let it go. See the power that your body flows. Dance to the heartbeat. You better take your chances right now. Dance to the heartbeat and let it go. See the power that your body flows. Кажется, я от них оторвался. И это хорошо. Кажется, мы его потеряли. Только этого нам и не хватало. It's the beat of my heart, what you feel deep inside, and it means you better stay behind my love. It's the dance of your soul that you try to release, never unchain your heart emotions. Feel it, Я впервые еду так быстро. feel the fire is burning deep inside me. Listen, listen, honey, listen to, drum it to you. Dance to the heartbeat. Dance to the heartbeat. Dance to the heartbeat. Dance to the heartbeat. Черт, он не здесь. Куда он уехал так быстро? Voi due дети, siete in arresto. Дянины. Фух, я наконец-то от них оторвался. Фух, наконец-то я оторвался от этих двух идиотов. Теперь я спокойно поеду на тот замок, очень хочется. Надеюсь, по дороге никого не будет. Эй. Зачем звал? Я потратил весь бензин, а запасной нету у меня. Можешь ли ты перетянуть на гору? У меня же троса нету. Как я это сделаю? Кажется, у нас проблема стала непроблематичной. Итак, ты и я на цепи. Получится ли у меня тебя вытащить? Хорошо, что я ела растишку, ибо она дает мне сил. Что за фигня? Я не могу ехать. Ай, ты мне сейчас бампер разорвешь.
Попробуй по-другому. Почему я чувствую запах жареного пластика и металла? О нет, я сжигаю сцепление снова. 1 second later, wait, what the hell, I'm here again? Please, stop using me, I have a stupid voice for this channel, so please, stop. Так, вроде остыл, пробуй еще раз. А нет, он вообще не остыл полностью. Черт, я снова стал паровозиком Томасом. Лучше вызову эвакуатор, чем тащить своей силой. Стоп, а почему мне растишка не помогла? Алло, Бикс, можешь прислать машинку в Италию? Тут надо грузовичок перетащить на гору, где там есть заправка. Подожди, как ты узнал, что я попаду в такую ситуацию? Когда я тебя переделывал под армию, я нацепил на тебя чип, который передает мне твои координаты нахождения, и спутник мне снимает видео то, что ты делаешь. О, вот почему меня бьет током, когда я завожусь. О, я слышу эвакуатор. Значит, пробок точно не будет. Хотя я сам не пойму, почему так быстро темнеет. Готово. Теперь мы можем ехать на гору. Черт. Остановись. Тут камни на дороге. Что ж, надо убрать камни, чтобы я и эвакуатор смогли проехать эти камни. And now, it's time to break my stupid body. Here we go. Что ты сейчас сказал? Я ничего не понял. Я сказал, что буду использовать силу Луны. Ой, я перепутал силы. Простите. КХМ. Я буду использовать силу Пепси. Ва! Я теперь полон энергии. И готов снести эти чертовые красные камни. Черт. Черт. Эй, смотри, куда едешь.
Чтоб черт меня расплавил в чертовой лаве с его чертовыми братками в чертовом месте. Ты живой? Ау, я тебе задал вопрос. Ну и молчи дальше, синий запорожец. Поехали дальше, мы только время впустую потратили. Я вижу заправку. Ура! Наконец-то бензин. Ое, 95-й бензин. Черт. Огромное тебе спасибо, я забыл твое имя. Я Ковид. Я супергерой. Люблю спасать. А еще люблю смотреть сейла. Я знаю, Ковид, не говори дальше. А теперь нам надо найти дорогу к замку. Черт. Я же не знаю дорогу туда, значит попробуем попросить помощь у моих братцев. Давно я этого не делал, и надеюсь получится. Кхм. Не понял. Почему это не помогает? Снова Пиген все портит? Я так и думал, твоя чертова Белиберда не поможет в поиске правильной дороги в замок. Что это? Тут что-то еще написано. Тут шифровка в Морзе. Сейчас попробую это прочитать, я его, слава богу, знаю. Так. Тут сказано, по-твоему мы знаем, где эта штука? Стоп, черт. Они же не знают про замки, ибо они не знают вообще про землю. Ну классно, другими словами не передать. От слова совсем. Не злись. Мы все равно найдем путь, даже если по пути будут проблемы, проедем любыми способами. Как говорил Гагарин, поехали. Я уже готов. Чертов ты черт, чтоб ты черт, стал чертом. Господи, зачем ты этого черта вселил в меня, черт в третьей степени? Снова я потрачу чертовые деньги на чертовый бампер, который... Не понимаю логику. На замену одного лишь бампера в Италии должно уйти много времени. Может, потому что тут нету таких похожих на меня. Не понял, чё ты тут спишь? Я тебя сейчас разбужу. Ау. Просыпайся, спящая красавица. Тебе надо уже ехать. Не помогает. Тогда попробую газануть сильно. Черт, снова не помогает. Это самое, пои права свиглерла. Пенсик сесиана нечессари, сирень ей сигнали акустичи. Юзали сирень, ей сигнали акустичи, лавочи нон финзионе.
Раз, два, три. Стоп, стоп, стоп. Может, что-то другое, Пиген? Как насчет одной темы из одной игры для Sega Saturn? А давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Эй, проснись. Ты опоздаешь доставить продукт или что ты там перевозишь. Проснись, иначе мир взорвется. Карао, Марао, проснись. В Италии снова машины делают нормальные. Блин, не просыпаешься. Черт, еще раз черт. Слушай ты, тонкое и непонятное существо, которое молчит и есть в одной игре, можешь симулировать смерть? Мне надо этого дебила разбудить. Молчание — знак согласия, понял, принял. Ау, просыпайся. Тут этого стикрия убили. Что ты сказал? Кто умер? Говори быстро, успокойся, никто не умер, я пытался тебя разбудить. А, точно, он же еще и нереален, зачем я тогда заволновался? Погоди, что ты сказал? Он нереален? Тогда кто это был? Если он был нереален, то это что, не призрак? Нет, я так не думаю, что это может быть призраком. Может, он вылез из экрана монитора во время разработки игры, как это было с Супер Марио Ультра 64. А реально, с кем же я общался? Ау, алло, ты почему молчишь? Как-то ты странно повел после моих слов, с тобой ли точно все хорошо? Ой, со мной все чики-брики, просто о чем-то задумался. Интересно, о чем же? О том факте, что он нереален. Ну ты и фантазер, реально. Так, давай лучше не будем воду наливать в 20-литровую бутылку, лучше поедем на гору. Как ты мою мысль украл, то есть? Да, поехали, не будем тянуть. Надо бы свое радио включить. Вы слушаете радиостанцию Ковид FM. Здесь всегда вода как океан, и как 8-й эпизод. Несмешные истории планеты Земля на радиостанции Ковид FM. Привет, меня зовут Мирамор, и сегодня я буду рассказывать историю про Италию, как они лили воду на дорогах, чтобы этот эпизод стал настолько длинным, что я в все эпизоде? умрут от этого. Или мне показалось? Автомобили в Италии стали эталоном красоты в грязных и уродских деревнях. Будем тянуть, поехали. Начинается наше путешествие в 1949 году, когда Италия восстанавливалась после Второй автомобильной мировой войны, сокращенно ВАМВ. Автомобиль Fiat Autobilla решается создать компанию по производству масла для автомобилей, назвав ее Autobilla Oil Company. Позже возникают финансовые проблемы, что в итоге привело к краху компании. Позже, в 1952 Fiat снова создает компанию, в этот раз по производству автомобилей. Компанию он назвал Autobilla Motors Ideas. В 1954-м компания планирует создать маленький, как мой багажник, автомобиль, похожий на немецкий IT-K серии 100, под официальным именем «Пчела». Только, конечно, проблема у этой пчелы в том, что она вообще мед не собирает, а это очень плохо. И тот самый популярный Autobilla Piccolina являлась первой машиной от этой компании, но о серийном образце поговорим позже. Мы еще ни одного слова сказали про идиотские прототипы. Итак, если мы посмотрим на прототипы и на серийные автомобили, то обратим внимание, что кузов в прототипе сделан не из алюминия, а из стали производства Сталина, что давало слишком много веса, чем алюминий. Также если посмотреть на передние крылья, с помощью которых, к сожалению или к счастью, летать нельзя,
что поворотники не были световыми, а откидными по бокам, а там, где должны быть поворотники, в серийном образце, в прототипе были дырки для роз, именно цветка, а не шутки, что розы не красные вообще. Позже возникают проблемы с оборотами двигателя, из-за которого двигатель перегревался как мой iPhone 9. В итоге они снизили лошадиную силу до нуля, ой не эта строка, до 33, и выставили обороты двигателя до 3450. После этого машина перестала греться как старый паровоз. Спустя 3 года, пока машина еще дорабатывалась, произошел анонс выхода на рынок, а спустя 3 месяца она появилась на рынках. Многие хвалили ее за дизайн и качество, но не хвалили за двигатель. Вместо обещанных 44, они получили 33 лошадиные силы. В 1965-м русская автокомпания, Лениногородский автомобильный завод, сокращенно ЛАЗ, захотела у компании Autovilla купить чертеж автомобиля Пиколлино, на то время новой серии 130. Если бы не деньги в размере 153 с лишними тысяч евро, тогда бы мы в Советском Союзе, а позже и в России, не увидели ЛАЗ-130 под дебильным именем «Капсула». Возвращаемся к Autovilla. Как я и говорил, на то время появилась серия 130, но что в ней нового? Первое — это бампер с ранних моделей, где он стал более джентльменским и более красивым. В салоне появляется тахометр. А вот под багажником или задним капотом фиг разберешь, что это. Обновился двигатель, и когда в то время мечтали о новом двигателе с 44 лошадок, они наконец-то получили долгожданный двигатель с, разумеется, 44 лошадок. Все световые приборы стали электрическими, и в багажнике появилось место для аккумулятора. Машинка стала быстрее, и даже эти модели брали на ралли, а позже в 90-х брали для гонок. Сейчас эта машинка очень популярна и в Италии, особенно на островах. И если вы поедете когда-нибудь в Италию, то присмотритесь на запаркованные машины. Возможно, вы увидите стоящий маленький автомобиль, который в частых случаях не ржавый и с очень старым цветом. На этом история компании Autovilla часть 1 закончена, и переходим к другой истории. Как лили итальянцы воду на дорогах. В 1903 году, когда вся Италия была дебилизмом, им пришло в голову залить водой дороги, и на заметку, в сезоне зимы. Они подумали и начали лить на дорогах воду, чтобы сделать ее чистой и блестящей. В итоге через 3 дня посыпались новости о фатальных авариях из-за того, что эта вода превращалась в лед, из-за чего машины скользили и попадали в аварию. Так что вот вам и причина, почему в кладбищах много машин. Кажется, мы приехали, верно ведь? Угадай, куда мы приехали. На гору. А я куда просил? На гору с замком на нем. Ой, черт. Мы не туда свернули. Надо бы посмотреть с высоты, где он. Черт. Вы слушаете радиостанцию Ковид FM. Тут всегда музыка из ада. Ну чё, пацаны, Ковид? Ты чё? Ой, извини. Yeah, my voice is Ковид.
Ковид, нам осталось немного проехать, и мы уже будем в городе. Ага. Что это сейчас было? Звук двигателя чем-то мне напоминает. Это была черно-красная машина с массивным спойлером, и скорее всего за ним и гналась полиция. Черт, это он. Я за ним. Чертовый черт. Мои колеса не касаются камня. Ладно, будем прыгать. Six and a half hours later. A few inches later. Day 2. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Первая стадия короткого пути завершена. Теперь осталось мне аккуратно спуститься вниз. Наконец-то я спустился. Я еду к тебе, мой быстрый друг. Черт меня в звездные колеса, что тут произошло? Тут произошел взрыв из-за машины, которая упала на мой заказ, который являлся взрывоопасным. Я не знаю, как она упала. Откуда этот звук? У тебя что-то шипит. А мой санбурстовский бок. Это бочки. Они сейчас взорвутся. Беги. Вот это, да. Тут уж точно тебя не восстановить от слова совсем. Покойся с миром. Все же, зачем ты уехал надолго? Долгая история, я тебе по пути расскажу. Не будем тянуть, поехали.
Эй, что вы тут делаете? Вспоминаем умерших в разных трагедиях, включая и тот, что произошел пару часов назад. Можно тогда я к вам присоединюсь? Можно, конечно же, становись туда. Сначала, как тебя зовут, белый хэтчбэк? Я Ковид. Хорошо, так как ты тут новый, можешь рассказать про своих, которые умерли. В общем, я помню, как познакомился с одним другом, который я изначально представлял в кузове Toyota Prius. Да-да, тот самый, что гибридный, а не тот, что создан для идиотов по биологии. Но я ошибался. Он был очень прикольным, весь черный, как гопники во дворе, с красной линией на бамперах и с огромным спойлером, на котором можно было резать капусту без проблем. Я познакомился с ним через новую вещь для меня, под названием интернет. Мой батя подарил PCMCI-карточку для моего компьютера, на то время еще работавший на Microsoft Windows 95, и когда я вставил эту карточку, я открыл программу, которая называется интернет, и решил я в интернете найти друга, ибо у меня их уже нету, что меня довольно сильно печалило. В итоге, спустя миллион дней, я наткнулся на сайт знакомства, где был фильтр «Ищу друга», именно то, что я ищу в этом вашем интернете. И натыкаюсь я на профиль одного автомобиля, которого зовут Приусина. Звучит по-итальянски, но он живет рядом со мной. Я открыл его профиль и нажал «Написать сообщение», и начал писать ему, как демон по клавиатуре пианино. Через где-то 5 минут, я завершил писать, и я отправил сообщение. А потом ждал, господи, когда я закончу говорить, ждал. Только через 3 дня, он ответил мне. Он сказал, что надо встретиться на заводе спойлеров для машин, где он же и работает там. Я надеялся, что не будет спойлеров к новым эпизодам Симпсонов или Звездных войн. И я согласился, и выехал туда. Я был на месте, но его не было. Может быть, я ошибся, но потом спереди я вижу его. И я сказал себе, это что ли Toyota Prius? Или я не то масло выпил? Как потом оказалось, это был его сын, а этот Приусин, это был его отец, который через год грохнулся с горы, держа книжку по растениям и животным. Я и он приближались, и начали знакомиться. Сначала пошли имена, а потом называли то, что нам нравилось, а что нет. Разумеется, он сказал, что спойлер, который он имеет, всего лишь декорация, а не реальная вещь. А ведь я реально подумал, что на нем он сохраняет баланс на дороге, а на самом деле нужен для резки фруктов, яблок, к примеру. Он предложил сказать свой канал на YouTube. Я сказал, а что такое YouTube? Он же вздохнул и сказал, это такой сайт, где можно вылаживать свои видео. Потом до меня уже дошло, что я там же и выпускаю видео Ковид Шоу, и обменялся. Его канал был Мистер Джестер, но по большей части там был полный пипец пигионского уровня. Мы завершили знакомство, и он сказал, хочешь покатаемся на треке? Я не то что был рад, я был в ультра-мега-супер-нитро рад, что я теперь могу погониться на треке. Я сразу же согласился, и мы выехали туда. По прибытию он сказал, слушай, тебе надо обновиться для трека, ибо без этого ты будешь как ведро на треке. Я сказал ему, что буду ездить так, но если наскучит, я попрошусь. И потом мы начали просто кататься. Я хотел показать еще то, что я умею. Я был хоть и переднеприводным, но смог делать дрифт. Но я не решил этого делать, а то в прошлый раз от меня остался только лишь кузов. Позже мне захотелось с кем-то устроить гонку. И я остановился и сказал ему, слушай, а у тебя есть какой-то друг, который почти точно такой же, что я? Он сказал, что он имеет одного, и он уехал. Я думал, что привезет еще одного быстрого, но он привез то, что я ненавидел. Это старая и тупая Мазда, который то и дело, что не экологичный и ненормальный. Я ему сказал, это точно тот, который похожий на меня. Он сказал,
Да. Мы поехали к старту, и мы заняли позицию. В крыше было только лишь удачи на то, чтобы я этого ублюдка выиграл, чтобы и дальше свои суши и роллы доставлял. Мы начали гонку. Я старался ездить быстрее, но эта чертовая Мазда обгоняла меня, но потом в одном месте его занесло, и я смог выиграть гонку. Было весело и попросил еще одного, но быстрее. После звонка по телефону, угадайте, кто приехал? Верно, блин, опять Мазда, но в этот раз гоночный. Было то же самое, что и ранее, но обгонял он меня часто и был далеко от меня. Но по удаче он перевернулся, и я приехал первым. Дальше он предложил поехать к его бабушке и дедушке, и я согласился, ибо я обожаю еду пенсионеров и вообще старые машины. Как оказалось, они живут в поле, где есть только два дома, один красный, который смотрит вперед в поле, а другой это как раз дом его прародителей. Мы познакомились с ними, и было приятно у них поесть, хотя его почему-то не радовала еда. И его дед, как оказалось, любит гоняться по бездорожью, прямо как я. И я сказал ему: слушайте, а может я с вами погоняюсь? Он сразу же согласился, и мы поехали на старт. Джестер поддерживал меня, а бабушка поддерживала и меня, и деда. Начался отсчет. И после того, как сказали 0, я включил почему-то заднюю передачу, на котором крутили РЕН-ТВ, где, видимо, показывали, что снова инопланетяне прилетели и мы умрем, но это не было важным, ибо я должен догнать деда. Я ехал довольно быстро, двигатель крутил у меня на высоких оборотах, я чувствую, что могу взорваться, ибо ранее я такое со своим двигателем не вытворял подобное. Позже я обогнал деда и начал ехать дальше. Позже была асфальтовая дорога, где, слава богу, нету полицейских. Кстати, об них немножечко позже. Позже я свернул на грунтовку снова и приехал на финиш. Позже мы ждали деда и волновались, что он смог потеряться, но потом оказалось, что он не потерялся, а перегрелся, и бабушка сказала взять фаркоп и прицеп и поехать к нему. Я согласился и пошел брать эти вещи. После того, как я их взял, я выехал за дедом и потом его нашел, где он стоял у обочины, где была тень, и стоит он с открытым капотом, который почему-то был сзади, а не спереди. Это было странно для меня, но для старичка нет. Я его подобрал и повез его домой, и я его привез. Он сказал, что было весело, если бы не перегрев. Также он в честь моей победы дарит мне свой старый телефон, который раньше для меня был самым первым и бесплатным телефоном. Это была Nokia 3310, о которой ходили слухи, что она не сможет сломаться. Я в это и не верил, ибо любой, даже прочный телефон легко сломать, если просто взять и сломать плату телефона. Или долбить по нему слишком долго. Я сказал им спасибо, и мы уехали оттуда. Джестер снова предложил что-то сделать, но сказал, что это будет крутое и веселое. И я сказал, что это. Он сказал то, чего я хотел после игры в GTA и просмотра фильмов. Но батя мне это все запрещал. А тут мне предложили это, что позже от этого я откажусь. Я согласился, и мы выехали куда-то и приехали к копу, который стоял немного дальше от нас, и сказал: друг такое: готовь свой двигатель, будем ехать быстрее. Я его не услышал, и он уехал сразу. Я сразу же поднимаю обороты двигателя и отпускаю сцепление. Сказал ему: мы что ли должны ехать быстрее с копами на хвосту? Он сказал: да, и мы так ездили долго и долго, что даже оторвались от копов, а у нас почти что кончился бензин. Мы оба начали ехать на заправку, и там же мы и попрощаемся. Было довольно весело, и даже прикольно было с ним общаться. Жалко, что его сейчас в этом мире нету. Это меня очень сильно печалит. Боже ты мой, Ковид. Твоя история была куда более печальной,
чем у этих ребят. Я тебе соболезную больше всего, что потратил такого дорогого друга. Будем надеяться, что когда-нибудь он к тебе вернется. Верно я сказал, ребята? Согласен, Да, с этим всё не верно. спорю. Спасибо вам, что поддержали меня. А теперь извините, мне надо ехать в тот городок с замком на нем. Желаю вам успехов. Удачи. Зачем вы перекрыли дорогу? Мне же надо туда ехать. Я перекрыл только для одного дебила, который стоит рядом с тобой. Эй, я не такой дебильный, как ты. И это факт. Как факт, фигня, как и твоя родина. Вообще-то в Японии много умников, чем в твоей Индии. Там только одни мошенники в интернете, и по сути ты один из этих мошенников. И это тоже факт. Можно я хотя бы поеду туда? Да едь ты к чертовой матери. Теперь у меня к тебе один вопрос, а точнее несколько в одном. Ну, Ты же знаешь две черные машины, которые за тобой гнались? да, знаю. Так вот, ты же заметил, что я тоже черный? Ну да. Секундочку. Ты же... Все верно. Я тоже являюсь этой черной мафией. Так что я должен тебя остановить. И позже уничтожить тебя. Не получится. Попробуй меня только догнать. Мне срочно нужна узкая и неровная дорога, для того, чтобы его занесло и он смог упасть. Надоела мне эта музыка. А я дела делаю. Ага. Я живой. А теперь будь осторожен. Астер дорог. Мощность. Ненавижу велосипедный двигатель. Ты что делаешь? Едешь как Феррари, но все невероятно подчинился. Видите, тебе оставили от какого-то Феррари, признавайте дело в рот. Твою налево, тормоза начинают ломаться. Ай, мои уши. Наконец-то другая дорога. Что за черт? А-а-а.
повезло. Пиген, как ты думаешь, будет ли вторая часть? Я не знаю, думаю, что нет. Ковид-шоу реально отстой в квадрате. Твой IQ это минус 0,2, поделить на до хрена нулей, и это будет 0. Математику учи, идиот ты. Я идиот? А может быть, ты идиот? Если кто-то переворачивает стрелки в обратную сторону, тот перевертыш по жизни, и это факт. Блин, ты меня победил. Тогда иди сюда, белая тварь, я тебя